Здравствуйте, друзья! Сон чрезвычайно важен для организма. Он помогает восстановить энергию, укрепляет иммунитет, ограждает вас от депрессии и снижает риск инсульта и болезней сердца. Недостаток здорового сна приводит к сонливости в течение дня, неспособности сосредоточиться, раздражительности, стрессу и даже повышенному давлению. А если бессонница длится долго, то вы можете приобрести проблемы не только с физическим, но и с психическим здоровьем. Если у вас проблемы со сном, то вы не одиноки. 22% людей плохо спят. 47% говорят, что стресс и беспокойство не дает им уснуть. Вот некоторые распространенные ошибки, о которых вы даже не догадываетесь, и советы, как их устранить. Первое. Вы часто пропускаете завтрак. Казалось бы, какое отношение имеет завтрак к ночному сну? Завтрак работает как запуск биологических часов. Получив энергию в течение часа после пробуждения, организм начинает отсчитывать время до ночного сна. К тому же завтрак регулирует обмен веществ. Когда вы делаете слишком большие перерывы между приемами пищи или пропускаете завтрак, мозг решает, что телу грозит голод, поэтому начинают вырабатываться гормоны стресса, кортизол и адреналин. В свою очередь, эти гормоны могут спровоцировать бессонницу. Второе. Вы слишком голодны перед сном. Сон на голодный желудок будет беспокойным, даже если вам не снятся пирожные. Поэтому небольшой перекус за час до сна, около 150 калорий, это отличная идея. Он обеспечит тело энергией, которая поможет погрузиться в сон, как бы парадоксально это ни звучало. Повышение количества инсулина в крови способствует выработке гормона серотонина, который в том числе улучшает качество сна. Особенно это чувствуется после обеда, правда? Возможно, вы увлекаетесь диетами и не едите после 18 часов, или же просто не хотите на ночь нагружать организм едой. Конечно, переедание не будет способствовать хорошему сну, но и голод в этом деле не помощник. Лучшие вечерние перекусы – это орешки, кусочки индейки, несладкие фрукты. Третье. Вы позволяете себе алкоголь перед сном. Хоть алкоголь и помогает здоровым людям быстрее уснуть, он сокращает фазу быстрого сна, во время которой снятся сны. Нарушение быстрого сна вызывает дневную сонливость. Решение: избегайте употребления алкоголя непосредственно перед сном. В среднем организму требуется 1 час для выведения одной алкогольной единицы. Вместо этого выпейте травяной чай. Например, ромашковый чай имеет успокоительный эффект. Четвертое. Возможно, вы включили отопительные радиаторы на максимум. Отказаться от тепленькой спальни непросто, если вы не любите мерзнуть. Но даже если засыпать вам комфортнее в тепле, в течение ночи высокая температура лишь ухудшит качество сна. Если спать с открытым окном в холодное время года для вас сложно, просто проветривайте комнату перед сном. Наиболее комфортной для сна считается температура 21-22 градуса. Пятое. Засыпайте под телевизор. 38% людей смотрят телевизор перед сном, чтобы уснуть. Тем не менее, просмотр телевизора заставляет ложиться спать позже, сбивая режим сна и приводит к некачественному отдыху ночью. Решение: если без телевизора совсем никак, оставьте короткий таймер на выключение, а лучше просто не смотрите его перед сном. Шестое. Вы перекусываете сладким перед сном. Мы уже выяснили, что перекус незадолго до сна – неплохое решение, однако только если речь идет не о сладостях. Сахар – пища для мозга, и чрезмерная мозговая активность ночью нежелательна. Скорее всего, это вызовет у вас ночные кошмары. Если же речь идет о шоколаде, то помните, что он может спровоцировать бессонницу, поскольку содержит кофеин. При этом сорт шоколада вообще не имеет значения. Седьмое. Любите спать на животе. Любимая поза сна у каждого своя, и психологические тесты даже нередко интерпретируют черты характера в зависимости от того, как человек любит спать. Однако полезные и не очень полезные позы для сна все же существуют. Лучше всего человек высыпается, если спит на спине или на боку. Поза на животе считается самой вредной, поскольку позвоночник и мышцы в этом положении не расслабляются. Грудная клетка сдавливается, затрудняется дыхание. Эта поза наиболее вредна для тех, кто страдает заболеваниями сердца, легких или же атеросклерозом. Однако отказаться от любимого положения – это тоже стресс, поэтому стоит приучать себя засыпать по-другому постепенно. Восьмое. Сон с домашними животными.
Согласно исследованиям, 63% владельцев домашних животных, которые делят постель или спальню со своими питомцами, имеют проблемы со сном. Каково же решение? На ночь оставляйте питомца в другой комнате, приучите животное спать в специально отведенном месте или на любимой мягкой подстилке. 9. Гаджеты в постели. 78% людей используют смартфоны, планшеты или ноутбуки перед тем, как уснуть. Гаджеты излучают голубой свет, который, согласно исследованиям, задерживает производство мелатонина, гормона сна. Установите комендантский час перед сном для всех гаджетов. Лучше почитайте обычную бумажную книгу. И последнее. Вы забыли сделать уборку в спальне? Даже если вам кажется, что окружающий беспорядок вас не беспокоит, ваш мозг так не думает. Захламленное пространство влияет на подсознание. Считается, что наше сознание запечатлевает все, что нас окружает. И если последнее, что мы видели перед сном, был хаос и беспорядок, то и сон будет таким же хаотичным. К тому же пыль и духота еще никому не помогали уснуть. Одна из самых пыльных вещей, на которые мы, как правило, не обращаем внимания, это шторы. Постарайтесь не держать в спальне лишних вещей и почаще делать влажную уборку, чтобы в комнате легче дышалось и крепче спалось. Вот и все, друзья. Надеюсь, эти подсказки и советы помогут вам решить проблему с качеством сна или бессонницей. Ставьте лайки или дизлайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, хорошо ли вам спится. Всего всем доброго!